Приветствую вас в этом видео. В этом видео мы поговорим о вариативных параметрах. Со Swift 5.4 появилась возможность использовать функции, сабскрипты и инициализаторы с несколькими вариативными параметрами, но с одним условием. То есть если мы используем вариативный параметр, и после первого использования вариативного параметра мы должны обязательно указывать метки параметров. Давайте это мы рассмотрим на примере, чтобы наглядно вы могли иметь представление, как с этим работать. В качестве примера мы используем функцию, которая в качестве первого параметра принимает количество минут, на которых был забит гол во время футбольного матча. И в качестве второго параметра мы будем хранить список имен футболистов, которые забили эти голы. А если вы не знаете, что такое вариативные параметры, то я коротко сделаю отступление. Вариативные параметры — это тогда, когда мы к основному типу данных добавляем вот эти вот три точки. Благодаря этому, когда мы вызываем функцию и передаем аргументы, мы можем уже передавать не один аргумент, а можно передавать несколько аргументов. Либо вообще не передать ни одного аргумента. В данном случае, смотрите, мы в этой функции используем два вариативных параметра, times и players. И у нас есть третий параметр, который будет принимать логический тип данных. Он будет говорить о том, печатать ли сообщение на русском, либо на английском языке. Так вот, что у нас внутри функции происходит? Понятное дело, мы перебираем, как видите, наш массив players, потому что если, смотрите, если мы используем так вариативные параметры, то по сути с этим вариативным параметром можем работать точно так же, как если это был бы массив стрингов. И то же самое касается и в отношении вариативного параметра типа данных int. Здесь мы также можем с ним работать, как будто бы если это был бы массив интов. Здесь мы используем метод joinit, чтобы в этом списке поставить запятую в качестве разделителя. Здесь то же самое, но здесь мы дополнительно используем функцию высшего порядка map для того, чтобы число типа int преобразовать в string. Так вот, здесь получается обычная строка, здесь у нас тоже обычная строка, которую мы можем здесь уже в наших принтах использовать. Давайте мы посмотрим на консоль. Сообщение я вывожу, как видите, на русском языке. Мы видим, что 4 гола было забито Дани, Джейми и Рой на следующих минутах. И вот эти минуты перечисляются. Но обратите внимание, я вам вначале сказал, что при одном условии, если мы используем параметры обязательно с меткой. Почему? Ну, для первого вариативного параметра не обязательно. Допустим, мы можем использовать вот так вот вариативный параметр. Эту метку или имя параметра можем таким образом затереть. И тогда, когда мы вызываем первый вариативный параметр, мы можем не использовать имя параметра times, можем его затереть, не использовать. Но для второго и каждого последующего параметра после вариативного параметра мы должны обязательно использовать эту вот метку, да, имя параметра. Потому что если мы ее затерем, то, допустим, давайте мы здесь ее затерем, что у нас произойдет? То, понятное дело, допустим, если мы ее уберем вот здесь вот, то компилятор Swift будет жаловаться, потому что он не будет понимать, где заканчивается первый вариативный параметр и где начинается второй вариативный параметр. То есть он здесь, видите, уже не может различить. Ему как раз вот нужна вот эта вот метка параметра для того, чтобы он мог понимать, где заканчивается первый вариативный параметр и где начинается второй. Поэтому давайте мы снова поставим имя players, как у нас было раньше. И то же самое касается и для обычных параметров. Допустим, если мы этот параметр тоже затерем, да, уберем вот таким вот образом, то у нас будет то же самая ошибочка, потому что Swift не будет понимать, где заканчивается второй вариативный параметр и где начинается обычный третий логический аргумент. Поэтому, понятное дело, мы должны убедиться, что если мы используем параметры после вариативных параметров, да, обычные параметры, либо другие вариативные параметры, то у них всегда должно быть имя параметра. Я думаю, этот момент вы поняли. Пожалуйста, этот момент запомните, чтобы у вас не было, так сказать, недоразумений. Это, в принципе, все, что я хотел рассказать в отношении этой темы. Также я хотел коротко сказать, что недавно я зарегистрировал страничку на Boosty. Теперь у вас появилась возможность меня поддержать рублем. И оформив подписку, со второго и третьего уровня вы получаете некоторые дополнительные фишки. У вас будет возможность получить доступ к базе знаний школы. На третьем уровне подписки у вас будет возможность получить доступ к Дискорду школы. Постепенно я материалы буду добавлять на Boosty, и вы можете подписаться и следить за нововведениями. Ссылка на Boosty будет в описании к этому видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующем видео. До скорого.